Это история о невероятной дружбе длиною в 22 года. О дружбе между человеком по имени Чита и огромным страшным крокодилом Пачо. Все свершилось благодаря особым навыкам гида, натуралиста из Коста-Рики, его кропотливому труду и упорству в приручении такого своенравного и свирепого существа, как крокодил. Из слов самого Спасителя он научился слышать и понимать джунгли и животных, благодаря тому, что родился в Секиресе и занимался рыбной ловлей с самого детства. Гильберто Шеддин, так на самом деле зовут Чита, подобрал раненую рептилию возле реки в 1989 году. У малютки была прострелена голова, и практически не оставалось шансов на то, что он поправится. Мужчина решил забрать крокодила домой. Он стал выхаживать несчастного и добился отличных результатов. Через полгода крокодил почти полностью выздоровел, но для этого Чита приходилось спать рядом, пережевывать для него пищу и заботиться как о собственном домашнем питомце. Счастливое исцеление и продолжение долгого пути к восстановлению. Поправляясь, крокодил рос, набирал вес и постепенно стал взрослым и здоровым самцом, тем самым хищником, о встрече с которым говорят с волнением и трепетом. Теперь мужчина не мог держать его дома. Хотя, на вопрос о влиянии нового друга на семейную жизнь, он, шутя, отвечал, что жену любит, но Пачо для него важнее. В конечном итоге, жена от него ушла, не выдержав соседства с крокодилом. Ничуть не жалея, Гильберто сказал на одном из телешоу, что жену он найдет и другую, а Пачо – 1 на миллион. Когда пришло время и друзей попытались разъединить, Чита спрятал необычного питомца в джунглях, подальше от посторонних глаз. Он носил ежедневно еду для рептилии, но замечал, что крокодилу этого мало. Ему нужна была забота, любовь и внимание, поэтому мужчина продолжал разговаривать с крокодилом часами, гладить его, старался проводить больше времени рядом со зверем. И это не единственная история о дружбе человека с крокодилом. Например, есть целая деревня натуралистов в государстве Буркина-Фасо, Базули, жители которой приручили целый пруд крокодилов. В один прекрасный день было принято сложное решение отпустить присмыкающееся в реку. С Пачо была снята повязка, друзья пошли к водоему вместе, картина выглядела следующим образом: шел рыбак, а гигантская рептилия ползла у его ног. Когда крокодил оказался в своей естественной природной среде, Чита на лодке уплыл домой. Сойдя на берег, он обнаружил, что друг следовал за ним. Утром он обнаружил Пачо на веранде своего дома. Крокодил пришел туда и лег спать. С тех пор он каждый вечер приходил на ночлег к дому мужчины. Несмотря на попытки вернуть Пачо домой, всем пришлось смириться с необычным соседством. В итоге, в этой дружбе царила полная идиллия и взаимопонимание. Мужчина и крокодил проводили вместе много времени. Полностью восстановиться животному помогла любовь, забота и помощь профессионалов. Со временем министр окружающей среды помог уладить некоторые бюрократические моменты, ветеринары подсказывали мужчине, как ухаживать за гигантом. Впоследствии, но не сразу, Чита подпустил к питомцу свою дочь, боясь о благополучии обоих. Но, в итоге, и ее забота пришлась крокодилу очень кстати. Мужчина часто приходил к Пачо на реку, чтобы поплавать вместе. Этот 440-килограммовый гигант вел себя в воде, как маленький ребенок, плескаясь и дурачась. Приходилось и публику случайных свидетелей развлекать невзначай. Люди не верили своим ушам, когда громадный крокодил оборачивался на свое имя и со всех ног бежал навстречу к позвавшему его Гильберто. В 2011 году гигант умер. Вся деревня пришла на похороны, чтобы поддержать потерявшего друга, мужчину. Пачо был забальзамирован и оставлен одиноким экспонатом в музее, открытом Гильберто Шедденом в честь ученого-крокодила. Известно, что Чита начал обучать другого молодого крокодила, но повторить историю с Пачо у него не получилось. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.